That's good. Всем привет, мои дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на своем канале, где прямо сейчас вы смотрите вторую часть прохождения Sonic Adventure DX. Первым делом мне хочется поблагодарить вас всех за актив на первой части. Особенно спасибо этим ребятам, которые не поленились оставить свой комментарий. Вы просто мои герои. Продолжайте в том же духе, ведь вам не трудно выразить свое мнение, а для меня это очередной маленький шаг к совершенствованию своего контента для вас. И да, если вы вдруг не смотрели первую серию, то бегом смотреть ее по подсказке, которая сейчас вылезла вот прямо вот тут, а то ты ничего не поймешь. Потом, если захочешь, оставляй свое мнение в комментариях, ведь для меня это очень важно. Ну а когда смотришь первую часть, возвращайся обратно и приятного просмотра. Ну что же, продолжаем наше прохождение, выбрав второго игрового персонажа, которым является никто иной, как самый близкий друг Соника Тейлз. Давайте сначала узнаем его немного получше. Его настоящее имя Майлз Прауэр, что является по сути каламбуром, происходящим от словосочетания miles per hour или миль в час. А его известное прозвище Тейлз он получил как раз из-за того, что имеет два хвоста. Тейлз на самом деле гений механики, который в плане ума и конструирования стоит наравне даже с самим доктором-работником. Да, он и вправду очень мягок, однако обладает довольно сильным характером и волей, что позволяет ему постоянно преодолевать свои страхи, что мы как раз и увидим при игре за него. Итак, если говорить именно об игре, то история Тейлза здесь одна из самых скучных и неинтересных, как в плане механик, так и в плане истории, ибо она почти полностью копирует сюжет при игре за Соника. Во-первых, почти все уровни это гонки, где нашим противником в подавляющем большинстве выступает наш идол Синий Ежик. Целью же стоит пройти уровень быстрее сверхзвукового ежа, что вообще не составляет никакого труда, ибо с помощью полета мы можем скипать просто большую часть уровня. Вероятнее всего, создатели игры хотели донести до нас, что Тейлз очень сильно восхищается Соником и хочет быть на него похожим. Он хочет иметь такую же храбрость, такую же силу, и поэтому постоянно находится с ним в непрерывной гонке. Пройдет немало времени, когда лисенок наконец поймет, что следует смотреть только на себя самого, на себя прошлого, что нужно оценивать лишь свои особенности и становиться немного лучше каждый день. Ну ладно, довольно конспирологии, давайте кратко пробежимся по сюжету. Терпим крушение, после чего встречаемся со своим героем. Затем приглашаем его в нашу мастерскую, чтобы кое-что показать. Но наши планы рушит работник, и за это приходится надавать ему пиздюлей. Ну изумруд хаоса в придачу, а чё нет? Затем обгоняем Соника на воздушном уровне и идем в казино, где, хвала богам, не нужно 10 минут дрочить кольца, как в первом прохождении, а просто вновь обогнать Синего Ежа. После этого нас снова накуривают и отбирают изумруд. В честь этого мы находим пауэрап и обгоняем Соника уже на снежном уровне с невероятно человеческим управлением. Потом идет гача-пизделовка с Наклзом и самый легендарный момент во всей игре. Дальше раскидываем Хаоса 4 с помощью техники ебанутой мухи-цикатухи и получаем по жопе огромным лазером летающего Вален. Затем видим предсмертный сон, в котором Тейлз проживает свою беззаботную жизнь. Он проводит время со своим героем. Он зависит от него. Ему не нужно ни о чем беспокоиться, ведь Соник сделает все сам, а ему останется лишь ходить за ним и пожинать плоды его успеха всю свою оставшуюся жизнь. Но мечты продлятся недолго. Снова возвращаемся с небес в суровую реальность жизни, где всем на тебя поебать и нужно вертеться самостоятельно. Так что Тейлз решает и идет искать изумруд в одиночку. Видим, что изумруд захавала какая-то жаба. Бежим за ней и попадаем в пустыню. Катаемся там на сноуборде и ловим надоедливое земноводное. После чего телепортируемся во времени, находим второй пауэрап, который позволит нам стать живой мясорубкой. Дальше узнаем, что 7 изумрудов хаоса это катализаторы, которые созданы для того, чтобы наделить их носителя нереальной силой. Прерывает наш наркотический сон огромный кот Биг, который сходит с ума по этой тупой лягушке. Получив изумруд хаоса, Тейлз трансформирует торнадо и летит за Соником, после чего мы попадаем на яйцевозку, где приходится в очередной раз обогнать Соника под его ебучие комментарии.
See you later, Tails. Hey, hey, hey. See you later, Tails. All right, Tails. Hey, hey, hey. Hey, Tails. Затем пиздим Гамму, которого почему-то защищает Эми. Видимо, робот обладает слишком большой харизмой. После чего сваливаем с падающего корабля и видим, что Эггман от злости поражения задумал устроить Хиросиму на вокзальной площади. Однако бомбу он покупал на eBay, так что она не срабатывает и ее приходится активировать вручную. Дальше происходит переломный момент в характере Тейлза. Наступает момент мужика, и он решает в соляного перегнать Яйкина и обезвредить бомбу. Но работнику все мало, так что наступает время победить финального босса. Get a load of... No way! I can't believe... Get a load of this! No way! I can't believe... Get a load of this! No way! I can't believe this! A load of this! Get a load of this! Get a load of this! No way! I can't believe this! В конце концов, Тейлз смог стать настоящим мужчиной. Начиная как мягкотелый слабачок, он преодолел себя, перестал от кого-либо зависеть и завоевал всеобщее уважение, почет и хвала ему. Ну что же, вторая история в этом прохождении окончена. Она получилась довольно короткой, но нас впереди ждут еще 5. Следующим на очереди будет Наклз. Мы наконец узнаем подробнее о Мастер Изумруде, а также почему этот красный черт был так негативно настроен к Тейлзу и Сонику в той самой стычке. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить, а также оставляй свое мнение в виде комментария и лайка. И помни, ты — это главный ключ в моем совершенствовании. Спасибо за просмотр и всем пока. Just go.